Всех приветствую на своем канале. Сегодня будет видео про Geely Atlas. Этот автомобиль я уже снимал ранее, небольшое видео про него. Напомню, что автомобиль у нас 2017 года, пробежал 128 тысяч километров, даже с половиной, и уже можно какие-то такие итоги подвести по этому автомобилю. Значит, автомобиль, как я думал, будет такой интересный в плане поломок, каких-то эксплуатационных дефектов, но, как оказалось, это было обманчивое чувство. В том плане, что на 30 тысячах, если кто смотрел предыдущее видео про него, был заменен автомат по гарантии. То есть, как бы уже интересный такой момент, да. Но хочу вас, хейтеры Geely, огорчить. Автомобиль вот на таком пробеге фактически ничего, кроме ТО, каких-то замен подвесок, ничего у него не ломалось. Кузов также, внешнее состояние замечательное, то есть никаких серьезных жуков, там сколов краски, ну, сколы краски там имеются эксплуатационные, то есть там пескоструй от трассы и тому подобное, то есть какие-то мелкие сколы краски есть, но они не цветут, не гниют. Соответственно, по кузову, по внешке очень достойный экземпляр. Напомню, что автомобиль уже имеет немалый возраст, то есть 17-й год, это 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, это, считайте, 7 зим автомобиль проездил по соли, реагентам. Напомню, что это один из первых атласов, и, соответственно, никакой антикоррозийной обработки он не проходил. И, соответственно, я надеялся, что будет какой-то экшен в плане кузова, то есть нету, кроме как заводской обработки. Соответственно, думал, что будет что рассказать. Но по факту уже на таком пробеге, кроме вот, ну, серьезных таких ТО по замене цепей, ничего не менялось серьезного в этом автомобиле, напомню. То есть у него фактически только заводская антигравийная обработка посередине, если кто знает, вот как завод Geely обрабатывает. То есть он не обрабатывает сплошняком, а вот эту вот часть под полом обрабатывает просто, чтобы типа такой шумкой легкой, чтобы, ну, камни об днище не бились, типа вот, что звукоизоляция такая. А в остальном этот автомобиль просто грунт и металл, вот и все. Кое-где герметик. Поэтому сейчас я покажу, что у него с днища творится, и вы сами решите, как состояние для такого года.
Так, для сравнения сейчас покажу вид задних лонжеронов на автомобиле помоложе. Вот обработанные лонжероны уже. Автомобиль 21 года. Так, ну вы видели все сами по днищу, то есть каждый решает сам для себя, нормально ли выглядит днище для необработанного автомобиля. На мой взгляд, субъективный, в принципе, я ожидал, что будет, конечно, худший результат, но автомобиль, может быть, из-за того, что у него высокий клиренс, но в принципе, то есть такой автомобиль необработанный, такого года выпуска, напомню, 17-й год выпуска, я считаю, что это очень достойный экземпляр состояния. И в принципе сейчас вот эти вот места, где я вам показывал коррозию, там на лонжеронах, просто обработать лазером и все облить антикоррозийкой, и можно смело говорить, что данный автомобиль был уже с момента покупки был обработан антикоррозийным составом, и ни у кого, я думаю, не возникнет в этом сомнения. Каждый решит сам для себя. Я, конечно, думал, что будет какой-то экшен с этим автомобилем. То есть, напомню, что на нем менялся автомат на 30 тысячах. И, соответственно, я думал, что тут сейчас будут истории за историей. Но по факту на таком пробеге почти 120, ну, почти 130 тысяч, я считаю, что автомобиль зарекомендовал себя очень-очень достойно. Поэтому можно смело рекомендовать его к покупке. И даже если не обработанный автомобиль, экземпляр вы будете отсматривать, то в принципе будете иметь представление, какой автомобиль должен быть с днищем. Вот такое видео получилось. Я думаю, было полезно, особенно для тех, кто рассматривает данный автомобиль к покупке. И увидимся в новых видео. Всем добра, всем пока.